Всем привет! Сегодня фильм «Ее история», 2018 год. Драма основана на реальных событиях знаменитого процесса Гванбу. Режиссер Мин Гю Дон. В главных ролях Ким Хие, она играет в сериале «Мир женатой пары» и в «Мидасе». И Ким Хе Сук играет в «Подсолнухе мать». Ну, это те, кого я знаю. Там еще играет женщина, которая, в общем-то, я ее видела. Ну, я решила остановиться на этих двух актрисах. Посмотрев фильм «Ее история», я еще больше утвердилась в том, что Ким Хье замечательная, талантливая, характерная актриса. Я даже выучила ее имя. Фильм серьезный, совсем не развлекательный, тяжелый, я бы сказала. Я плакала. Но не от несчастной или счастливой любви, происходящей в корейских сериалах, а от людского горя, равнодушия, военных преступлений, национализма. 23 слушания в течение 6 лет, с 92 по 98 год, 10 истцов, 13 адвокатов. Это история о том, как женщины преклонного возраста не побоялись пойти против японского министерства юстиции, а также о тех, кто боролся вместе с ними. Действие фильма происходит в городах Шимоносеки и Пусане. Эти женщины корейской национальности в возрасте 14-17 лет были насильно отправлены японскими оккупантами в так называемые трудовые лагеря, где их использовали, как они их сами называли, женщины для утех. После просмотра фильма я стала искать информацию в интернете о событиях, описываемых в фильме. Я, как человек, проживший полжизни в СССР, учила историю СССР, смотрела фильмы о Великой Отечественной войне и, конечно, знала о военных преступлениях фашистской Германии. И до просмотра этого фильма понятия не имела о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны. Когда я прочитала материалы о так называемых станциях утешения, я другими глазами взглянула на страну восходящего солнца. Я решила поделиться некоторыми выдержками из материалов. Станции утешения – это учреждения на оккупированных Японией территориях, в которых предоставлялись услуги сексуального характера солдатам японской армии. Эти учреждения также функционировали в 1932-1945 годах на территориях в Восточной и Юго-Восточной Азии. В 1932 году в руки генерал-лейтенанта Ясудзи Акамуры попали 223 доклада об изнасилованиях местных женщин японскими солдатами на оккупированной территории Китая. В связи с этим генерал-лейтенант обратился к командованию с предложением о создании станций утешения, обосновывая это тем, что станции создаются для снижения антияпонских настроений, возникавших на оккупированных территориях, а также ради необходимости не допустить ослабления боеспособности армии из-за появления у солдат венерических и других заболеваний. Первая станция утешения была открыта в 1932 году в Шанхае, куда брались на работу женщины-добровольцы из Японии. Однако со временем число станций увеличилось, а вместе с этим вырос спрос. Тогда женщин стали привозить из индонезийских, филиппинских лагерей, а также на оккупированных территориях публиковались объявления о приеме на работу молодых женщин. Со временем число станций увеличилось, и это привело к тому, что женщин стали привозить из Кореи, Китая, Тайваня и насильно заставляя там работать. В общей сложности на станциях утешения работали женщины из 17 стран. Приводятся показания бывшего члена общества чернорабочих Ямагути, японца Иосима Сиити, о жестокости охоты за кореянками. Я был охотником за кореянками в походные бордели для полового развлечения японской солдатни. Туда под моим командованием угнали более 1000 корейских женщин. Под надзором вооруженных полицейских мы пинали ногами сопротивлявшихся женщин, отбирая у них грудных детей, отбрасывая 2-3-летних детей, бегущих за матерями. Мы насильно толкали кореянок в кузов грузовика, и в селах поднимался переполох. Мы посылали их как груз в товарниках и на судах в командовании войсками западной части. Бесспорно, мы не набирали их, а угоняли насильно. Мы только в Корее насильно угоняли женщин в походные бордели. Одну кореянку в сутки насиловали в среднем 20-30, даже более 40 японских офицеров и солдат, а в мобильных борделях более 100. Многие кореянки трагически
погибли из-за полового насилия и жестокого притеснения японскими садистами. Раздев наголо непослушных кореянок, они катали их по доскам с большими гвоздями, вбитыми вверх острием, и отрубали мечом их головы. Они душили женщин, отрезали конечности, вырезали глаза и груди, распарывали живот беременных. Их чудовищные злодеяния превышали все человеческие представления. Бордели для солдат и офицеров японской армии, куда сгоняли молодых женщин и совсем юных девушек с оккупированных территорий, многие годы остаются камнем преткновения в южнокорейско-японских отношениях. В конце 2015 года, казалось, удалось договориться. Япония принесла жертвам принудительной проституции свои извинения и обязалась финансировать фонд для нужд женщин, пострадавших во время войны, на общую сумму 1 миллиард йен, около 8,3 миллионов долларов. Взамен Токио потребовал от Республики Корея подтверждение, что вопрос о женщинах для утешения в двусторонних отношениях больше не возникнет. Бывшие женщины для утешения в Корее возмущены соглашением с Японией. Согласно соглашению, Япония признала ответственность своего правительства и армии в то время и создала фонд для нужд пострадавших женщин, но потребовала демонтажа памятника жертвам системы принудительной проституции. Это было при президенте Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако сменивший ее Мун Дже Ин еще в ходе избирательной кампании обрушивался на соглашение с Японией, обещая расторгнуть его и потребовать от Токио гораздо большего. Притихнувшие на время Олимпиады в Пхенчхане страсти теперь опять разгораются. Сеул требует новых, более искренних извинений и заявляет, что большинство населения страны на эмоциональном уровне не приемлет соглашение. Япония же настаивает на том, что вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Масло в огонь подлил памятник женщинам для утешения, установленный в центре Сеула напротив посольства Японии. Бронзовая корейская девушка с птичкой на плече грустно смотрит на японскую дипмиссию. Токио выразил протест, заявив, что отказывается переводить Южной Корее деньги, пока мемориал не уберут. Но скульптурную композицию только дополнили. Рядом с кореянкой появилась фигура китаянки. И каждую среду у памятника проходят митинги с участием бывших женщин для утешения. Они называют соглашение с Японией оскорбительным и требуют его отмены. Только в этом году уже скончались 2 бабушки, и оставшиеся 30 переживают, что уйдут в мир иной, так и не увидев при жизни отмены соглашения, ведь им почти всем за 90. Сокрушается генеральный секретарь Корейского совета по решению проблемы женщин для утешения Ян Ночжа. Президент Мун Дже Ин в своих предвыборных обещаниях и последних выступлениях не раз заявлял о готовности отменить это соглашение. Но, к сожалению, ни обещанный миллиард йен так до конца и не выплачен, ни другие реальные задачи не решаются, сказала Ян агентству «Спутник». Но вернемся к нашему фильму. А фильм начинается так, что одну бизнес-вумен, которая возглавляла турагентство, обвинили в организации туров по проституткам. Но она, по ее утверждению, была не в курсе. Деятельность фирмы приостановили на 3 месяца, поэтому по совету подруги она отдала офис под колл-центр по работе с пострадавшими женщинами для утешения японских солдат во время Второй мировой войны, чтобы реабилитироваться после обвинения в пособничестве проституции. В это же время горничная, женщина преклонного возраста после 16 лет службы на бизнес-вумен, однажды не вышла на работу, оставив записку, что расчет ей не нужен и продолжать работу она не сможет. Хозяйка пошла ее навестить и обнаружила ее избитой собственным сыном. У сына был диагноз нейросифилис. Она хотела вызвать полицию, но мать ей не позволила. В итоге выяснилось, что эта женщина в 17 лет тоже была насильно вывезена для занятий проституцией во время Второй мировой войны. А еще на судебном слушании выяснилось, что это был не ее сын, а сын ее китайской подруги, коллеги по несчастью. Так вышло, что она с сыном подруги остались в живых, а настоящая мать умерла. Для сына это тоже было откровением. И в фильме есть сцена, где сын приглашает мать пообедать вместе, после которой у меня появилась надежда, что в их отношениях произойдут позитивные перемены. Этот фильм объясняет, почему корейцы, так мягко говоря, не любят японцев. В фильме звучит неприкрытая ничем ненависть этих бедных бабушек к японцам за свое поруганное детство, юность и жизнь. От страшных воспоминаний никуда не деться, или надо потерять память, или умереть. И хотя в финале фильма бабушки не получили извинения от правительства Японии и ощутимой компенсации, они привлекли внимание к военным преступлениям милитаристской Японии,
А песня в исполнении одной из бабушек, обращенная к лидерам нации, призывающая не развязывать войн, звучит как манифест. На Ютубе есть канал юноши из Японии. Так вот, как-то он затронул взаимоотношения трех стран — Японии, Кореи и Китая, и сказал такую фразу: корейцы как проститутки, то под китайцами были, то под японцами. Правда в том, что проституткам платят, а корейцы, будучи проститутками, еще и дань платили. Как и правда то, что корейцы думали не о том, что как бы им оттяпать чужих плодородных земель, а как бы им на своих скудных землях с пересеченным ландшафтом вырастить и собрать урожай, чтобы накормить своих детей, а не отдать все проклятым колонизаторам. Я не историк и не политтехнолог, но думаю, что Корея — страна далекая от имперских амбиций, и я очень рада за них, что, восстав из руин, решая свои внутренние проблемы, поднимая экономику, развивая автомобилестроение, бытовую электронику, кино и музыкальную индустрию, они популяризируют свое государство, язык и культуру. В общем, я за культурную экспансию в пределах разумного. Ну а чем закончили Германия и Япония, реализуя свои имперские амбиции, мы все знаем. Нельзя сказать, что наш сегодняшний фильм про войну, но он про военные преступления милитаристской Японии, которые искалечили судьбы тысяч женщин, а может больше, я не знаю статистики. Поэтому я снова и снова повторяю: миру мир и нет войне. Будьте, пожалуйста, все здоровы и живы. На этом все. Всем пока.